я ошибся. Нога не отрастет. Ехали туда, не зная ни что там происходит, ни из-за чего это там происходит. То есть там дали автомат, но не дали телефон. И по всем каналам идет одно и то же. А вы гордитесь этими наградами? Интересный вопрос. Насколько надо испортить жизнь в такой богатой и шикарной стране, как у нас, чтобы люди думали о своей смерти, чтобы у родственников были деньги? И много таких, как вы? Ну, все. А что будет с вами дальше? Очень многие вернутся оттуда и начнут задавать вопросы. Давайте для начала. Я иностранный агент, вы мне написали, и мы договорились о встрече. Это все добровольно и без принуждения. Да. Как мы называем вас? Вашим именем или кем-то другим? Без разницы. Давайте другим. А лицо мы показываем или нет? Нет. Нет. Вы наденете маску или мы просто так снимем, чтобы не было видно лица? Просто лучше, чтобы не было видно. Хорошо. А почему мне написали? Потому что я периодически смотрю ваши выпуски, с многими гостями вашими я согласен. И был выпуск с парнишкой из Шторм Z, и я не хотел, чтобы у всех остальных людей, которые вас смотрят, было ощущение, что вот они все такие, все так думают, и хотелось показать другую сторону. Вам сколько лет? 24. Вы мне написали, что вы в проекте К Да. Воевали. Да, контракт у меня был с конца декабря по, соответственно, июля. 23-го года? С 22 на 23. Вы добровольно пошли? С колонии. Сидел по 228. Это наркотики? Наркотики, да. Занимались немножко неправомерными действиями, но по ним нас наказать не могли, и вот наказали вот так вот. А какой был срок? 6 строгого. До колонии не доехал, то есть я весь свой срок отбыл в СИЗО. Сидел я 1,5 года даже. И в СИЗО как раз приехали ребята с Вагнера. Нас вывели всех, нам сразу объяснили, кто они, и сказали, что вот, есть такой-то вариант. Берем всех, там, кроме педофилов, насильников, а остальные статьи, неважно, наркотики, убийства, грабежи. Вот. Сразу сказали, что не все вернутся. И называли примерно такие цифры, что 15 300 будет, 15 просто живых. 300 это раненые? Да, тяжело раненые. 15% здоровые, а остальные, скорее всего, останутся там. Никого не заставляли, объяснили, сколько там зарплата, сколько будет контракт, что полгода, будет помилование, будут награды, не надо будет досиживать срок, не будет надзора, поскольку статьи в большинстве случаев у всех были тяжкие. Времени подумать дали, конечно, немного. Сказали, кто согласен, остаются, остальных завели обратно по своим камерам. Почему вы согласились? Потому что доступ к информации в таких местах очень ограничен. И единственные новости, которые ты можешь узнать, только из телевизора. А во многих камерах и даже его нет. Нас переводили из камеры в камеру периодически. И получилось так, что как раз в феврале месяце, когда началась СВО, мы сидели вообще там в таком бункере, у нас ни телевизора, ни книг, никого, и мы просто месяц сидели, даже не знали, что началась война. А поскольку максимум то, что слышал, это только, условно говоря, Первый канал там, и 60 минут, начинаешь за год, за полгода принимать, скажем так, эту информацию за правду. Что да, значит, напали. И поэтому большинство туда ехало по зову сердца скорее. То есть на осень 22 года вы считаете, что Украина напала на Россию, и, подписывая контракт с Вагнером, вы думаете, что вы идете защищать в том числе и Родину? На даже декабрь, получается, 22-го, да. Информации нету, тебе никто не говорит. И по всем каналам идет одно и то же, плюс-минус. И у тебя и складывается ощущение, что, да, там нацисты, поскольку контингент особый в этих местах, они по заграницам не ездили, ничего кроме своего города не видели, не знают, как живут в других странах. Соответственно, им не сравнивать нечего. Значит, сказали, значит, это правда. И когда ты на протяжении полугода-года это слушаешь, ты
начинаешь в это верить. Очень многие поехали туда именно добровольно, не столько за деньгами, сколько именно по зову сердца. У меня был товарищ, с которым мы по итогу и вместе служили там, и за 4 месяца очень сдружились, потому что сидели в одной камере. Вот. И ему оставалось досидеть, там, условно говоря, там, то ли 7, то ли 8 месяцев. И срок у него был всего там, 3,5 где-то года общего режима. Но он поехал, найти я его так и не смог. Скорее всего, не вернулся. Поэтому мнение, что вот все идут туда, в Вагнер шли именно за деньгами либо за помиловкой, отчасти правда, но во многом скорее больше за родину, потому что людям свойственно ошибаться, и обстоятельства могут быть разные, там не было денег, там, просто не было воспитания. Я с детства считал себя патриотом, я полжизни провел где-то рядом с армией, у меня отец военнослужащий. Офицер. Соответственно, полдетства я прожил в военных городках. Я учился в военном вузе. Не доучился, поэтому лейтенанта не получил. Соответственно, для меня это было как-то нормально, что ли, идти защищать свою страну. А поскольку не было других версий, сделали такой выбор. С кем-то из родственников вы советовались? Ни с кем не советовался, но я знал мнение, что особо никто не одобрит. Потому что все переживали, а поскольку, я говорю, у меня отец военнослужащий, он прекрасно знал, что это и насколько быстро там гибнут люди. Потому что одна из колонн в самом начале СВО, она как раз уходила с нашего города. И очень мало вернулись. Проект К, вы сказали, что это такое? Проект К – это проект группы Вагнера, в которой набирали заключенных исключительно. У нас командирами взводов были те же заключенные. Командирами рот уже ребята, кто добровольно с воли подписал. А именно в штурма мы ходили также, неважно, там, Кашник ты или с воли. Причем, на самом деле, скорее к Кашникам было отношение даже лучше, чем с вольными. Единственное, что когда ранение получил, у них больше в госпитале свободы было. Они могли там, условно говоря, выйти в магазин, купить там воды, а нас не выпускали. Потому что нам выдавали документы, некоторым причем приходилось с опозданием. То есть в документах помилования от даты заключения контракта, грубо говоря, у тебя там контракт закончился условно 1 мая, а тебе его принесли 5 мая, но в бумаге 1 мая только 6 месяцев отматывал. А сколько, кстати, осталось из батальона? 1/10. Это сколько человек было в батальоне? 600 с копейкой. И осталось 60. И это были все заключенные? Да. Забирали именно также с управы, то есть не конкретно с СИЗО либо с колонии, а с округа. Батальон был из 2 рот. Соответственно, 1-я рота была с нашей управы, 2-я там где-то Дальний Восток. Итак, вы принимаете решение вступить в Вагнер. А в Вагнере там идеология какая-то была, или это тоже было как работа? Или за родину? Там же тоже нет информации, у нас не было телефонов. То есть у вас забирали телефоны? У нас в СИЗО забирали телефоны. В СИЗО понятно, но дальше вы поступаете, например, в распоряжение Вагнера. Да. Там-то вы можете успеть купить телефон? Вам же выдают деньги? Нет. Нет. В плане зарплаты было так. Подписывали доверенность, и либо ты получаешь всю сумму за все 6 месяцев по окончанию контракта, когда уходишь, либо пишешь доверенность на родственников, и родственники уже ездят там в центре, скажем так, и получают там наличкой. То есть у контрактника Вагнера денег наличных ни на карточке, ни наличных никаких нету? В плане мундирования и обеспечения было все на высшем уровне. В сравнении с тем, что было у тех же мобилизованных, это небо и земля. Нам выдавали форму всю под размер, нам меняли берцы, я помню, только за одну учебку мы там 3 месяца в полях тренировались, и перед тем, как за ленточку отправить, все поменяли всем берцы, кому надо было там форму, кому надо подлокотники. То есть одевали все в высшей форме. И по поводу оружия, как сказать,
Оружие есть оружие. Не ржавое, не обычное, законсервированные старые 74-ки. Готовили нас ребята в основном те, у кого контракт был на 6-м месяце уже. У нас же была оттяжка за месяц до конца контракта, тебя оттягивали с передка, и ты где-то в лагерях обучаешь вновь прибывших. Если ты даже 5 месяцев прожил, то на последний месяц тебя оттягивают, и ты уже 100% не погибнешь. Обучали действительно прикладному делу, стреляли каждый день, бегали, отрабатывали накаты, как заходить, как передвигаться. Я за 3,5 года в высшем военном училище мы столько не стреляли, как вот за эти 3 недели. Так что в плане подготовки очень в нас вкладывались. Но оказываясь в лагере подготовки, вы уже имеете доступ к интернету и каким-то... Была ситуация такая, мы также сидели в СИЗО, и в один момент под вечер нам сказали: все, выходим, собираемся. Мы вышли, нас привезли в колонию. Это был, грубо говоря, вечер пятницы или вечер субботы. И в понедельник утром, то есть мы 2 ночи всего переночевали, нас с этой колонии увезли в аэропорт, посадили в самолет, мы прилетели под Ростов, там нас быстренько переодели, выдали все обмундирование и увезли в тренировочный лагерь. И там уже дали автоматы. То есть там дали автоматы, но не дали телефоны? Да. В принципе, он там и не нужен был, потому что мы были там, где, в принципе, даже если у тебя есть телефон, там не ловит связь. А в плане точек телефоны были, у командиров рот точно были, у некоторых командиров взводов были, но без интернета, чисто с картами, с точками. Все. В какой момент вы стали себе сами задавать вопрос о том, что если я погибну, то ради чего, и вот я убиваю тоже ради чего? Сомнения, наверное, начали появляться уже под конец контракта, потому что я получил тяжелое ранение, и меня оттянули в Россию сюда, лежали здесь, долечивались. А что такое тяжелое ранение? Ампутация. Можете говорить чего? Да, ампутация ноги. Плюс 2 пулевых. А где это произошло? Под Бахмутом. А вы помните момент ранения своего? Да, детально. Родителей вспомнил. Имена родителей и жены. Это первые 3 слова было, а потом уже тебя возвращает, и ты чувствуешь и боль, и понимаешь, что если ты сейчас не начнешь что-то делать и двигаться, то умрешь, и все. И дальше отполз, поглядел по сторонам, дополз до блиндажа, меня там перебинтовали, и все, и ждал дальше эвакуации. После эвакуации пошла немножко не по плану. Попали под минометный обстрел, и парнишка меня столкнул в блиндаж, И видно, рядом с ним прилетело, и осколками посекло руку и ногу ему. Все, он отполз, я его пережгутовал, и мы с ним 5 дней лежали в блиндаже, ждали эвакуации. Без еды, воды и всего остального? Да. А почему так получилось? Потому что линия боевого соприкосновения, и если туда, в одну сторону мы шли по лесополке, пускай там не очень широкой, но по лесополке, а спустя 5 суток мы ползли уже по равнине, скажем так, из веток и пеньков. Тяжело подойти, когда у тебя там в 10 метрах сидит противник. А оперировали в Ростове уже вас? Оперировали в Луганске. А долечивались? Уже в России, в Краснодарском крае. Я была в нескольких госпиталях, где лежат военные. И это, в общем, довольно страшное зрелище. Целое поколение людей покалеченных. Не только одно поколение, я думаю. Там же по возрасту не было у нас ограничений. То есть набирали от 22 и, условно говоря, до 45. Соответственно, разные возраста. Тем более долечивались-то мы не в больницах. А в санаториях? В отелях. Еще нас начали долечивать, то есть нам Луганск сначала тянули на Луганск, сделали там операции, плюс протезирование было уже в России. И родственники могли приезжать, и телефоны привозили, то есть и начинаешь прям копать
Почему, что, как. Ну, сначала ты просто следишь, кто где наступает и так далее, потому что, тебя ранило, а у тебя ребята еще там бегают. И ты, смотришь на карту и понимаешь, что где-то там они еще. И вот где-то в этот момент, когда появляется доступ в интернет, появляются альтернативные версии происходящего, и ты начинаешь задумываться, начинаешь пытаться найти какую-то еще информацию. И вот со временем просто это растет. Состояние, что может что-то и не так, что-то неправильно ты сделал. Вот даже взять недавний обстрел по Украине, когда били по по детской больнице. По Ахмадиту. Да. Угу. Если бы я бы это увидел до подписания контракта, прям вот, грубо говоря, там за день, посмотрел на это, особенно в том свете, как это преподносит там, тот же Соловьев. И ты такой, да, наверное, это провокация, как они любят говорить. А когда уже прошел год, и когда ты видишь ребят, которые... Вот сегодня ты с ним с утра пил чай, да, а через полчаса он уже в списках погибших. Соответственно, происходит, я говорю, это все постепенно. Что ты читаешь, что ты видишь, просто есть факты неоспоримые. То есть вот тот же удар по больнице. Даже моделируем ситуацию, даже если в этой больнице действительно там ВСУшники были, там, лечились, не лечились. Но если там есть хоть один ребенок, мы не имели права. В смысле, Россия не имела права стрелять по этой больнице. То же самое с нашей любимой Бучей. Когда произошли преступления в Буче, вы в этот момент вообще сидели в СИЗО, вы ничего этого не видели? Нет. То есть вы прочитали постфактум? Да, уже будучи ранен. Но в Бахмуте вы были лично. Было какое-то понимание того, за что вы воюете, почему погибают ваши товарищи, почему вас ранило, вот что конкретно там было нужно? Кто шел туда за деньгами, тот и умирал за деньги. Кто шел туда там, за помилованием, тот, соответственно, и умирал за помилованием. Кто шел туда исключительно с патриотичными мыслями, тот за это и умирал. То есть неважно, умер ты или нет, ты туда пошел, потому что думал вот так вот. С моей точки зрения, умер ты, это твое личное, в общем, дело, да? Но когда ты убил, ты еще и чужую жизнь забрал. Да, я не спорю с этим. Это плохо. Ничего больше сказать не могу. Там эти мысли вам не приходили? Нет, там у тебя мысли прожить до вечера и где бы что поесть. Все. Это две мысли. И когда там, что день прошел, отлично. Жив-здоров. Еще один день ближе к дому. Сколько денег вам обещали платить? В районе 190. В месяц? В месяц, да, кроме первого. Первый был 100 тысяч, потому что учебка. Там платили 100 оклад и за боевые. Но вообще есть ощущение, что как в какой-то компьютерной игре, когда ты набираешь бойцов, чтобы побиться с каким-то противником, и некоторые в расход, а некоторые продолжат дальше биться. Все зависело от командиров скорее. У меня был комбат, который, хороший мужик, скажем так. Если, грубо говоря, мы там 3 дня накатываем на одну и ту же точку, и не можем ее взять, он лично с нами шел, брал автомат и лично с нами штурмил, и не боялся ничего. Также перед самим штурмом отрабатывалось все артиллерией, минометами и так далее. То есть я не думаю, что это прям мы были как расходным материалом. Просто кто хотел выжить, тот все слушал, вникал, задавал вопросы инструкторам и так далее. И все впитывал как губка. Соответственно, были некоторые, которые прям, это что, я все знаю, и погибали в первый же день. Сколько вы в госпитале провели? В районе 3 месяцев. А сейчас у вас инвалидность? Да. Какие-то льготы с этим связанные, выплаты? Да, есть, но поскольку мы частная военная компания, и в документах везде проходим иные силы, сопутствующие достижения целей. Соответственно, инвалидность гражданская и причина инвалидности – общее заболевание. То есть, грубо говоря, человек шел по улице, на него сверху упал кирпич, получил инвалидность, и мы на равных правах с ним.
То есть вы формально по документам российским не считаетесь ветераном боевых действий и инвалидом войны? Инвалидом войны нет, ветераном боевых действий уже да. Когда мы с вами только начали общаться, нам еще не давали ветеранок. Недели 2-2,5 назад выдали ветеранку. Но имея, грубо говоря, вот, ранение, имея ветеранку, ты не можешь их сложить и сказать, что это военная травма. И много таких, как вы? Все. В основном все, кто был в Вагнере, у всех такие проблемы. У многих ребят из Шторм Z не дают проходить ВЛК. Я ездил к нам в наш военный комиссариат, и они говорят, мы не знаем, что с вами делать. А вот это ваше здоровье, оно стоит таких денег, которые вы там заработали? Нет. То есть нога-то не отрастет? Нога не отрастет. И это будет теперь навсегда? Да. А что будет с вами дальше? Посмотрим, что будет. Я уже чуть больше года, как здесь в мирной жизни, работаю, машину купил. На вот эти деньги? Нет. Вот эти деньги я отдал родителям, потому что в свое время они очень много отдали на адвокатов, на поддержание меня, пока я там был. У вас награды 1, 2, 3, 4. Одна государственная, остальные какие? ЧВКшные наши. Но государственная награда у вас подписана Путиным. Да. А за что это? За отвагу. Выдавали ее в основном все, грубо говоря, кто дожил. Стандартный комплект наград был это ЧВКшная за отвагу. Если все нормально, то государственная за отвагу. Вот крест и бахмутская мясорубка. Вот. Тем, кто был в самом Бахмуте, либо около. Мы как раз вот окружали Бахмут. А вы гордитесь этими наградами? Интересный вопрос. Скорее самоутверждение, что вот вы боитесь высоты? Я самолетов летать боюсь. Грубо говоря, вы пересилили себя, сели в самолет, долетели, и вам в конце выдали медальку. Подтверждаете сама себя. Я вот эту форму надевал к вам и на вручение удостоверения, и когда приехал. То есть это вот 3-й раз. А почему сейчас вы ее надели? Не знаю. Просто такая тематика, разговор об этом. А вот ваш отец, вы говорите, что он военный. Он не собирался добровольно поехать участвовать в этой специальной операции? Сейчас уже точно не собирается, но раньше не могу сказать. Я когда уже сюда приехал, у меня уже было не понимание, что война это плохо, да? А какие-то сомнения. Поэтому спрашивать, а хотел ли ты туда поехать, я не стал. А сейчас уже, когда у меня мнение однозначно сложилось по этому вопросу, мы с ним разговариваем, и где-то в каких-то моментах у меня уже получается его подавливать. К тому же вопросу по обстрелу детской больницы. А вот вы можете сейчас сформулировать свое мнение? Вот что происходит сейчас? Владимир Владимирович решил, что будет все так же, как было с Крымом, что ребята туда зайдут, грубо говоря, с пару выстрелами, и все. И у нас будет новые земли, новый рейтинг. Получилось не так, а заднюю он уже дать не мог. И поэтому, пока он есть, я думаю, будет война. Потому что если при нем она закончится, очень многие вернутся оттуда и начнут задавать вопросы. Как я, например. А для чего вообще? А зачем? А почему? А вот здесь? Я не понимаю, почему мы не можем наказывать целенаправленно людей. Вот даже взять такой момент, что преступление в Буче совершала не российская армия, Петров, Иванов, Сидоров. И на большие срока их сажать. Тогда бы это уже по-другому смотрелось бы гораздо. А сейчас страшные вещи происходят. У нас люди не привыкли рефлексировать и признавать, что они не правы. То есть если, условно говоря, мое, ваше мнение верно, значит, я ошибся. Значит, я туда шел не за правду. Я сделал, грубо говоря, плохое действие. А я же не могу быть плохим человеком. Вот по такой логике, я думаю, все и живут. Поэтому, многие закрывают все эти мысли, что лучше уж я буду думать, что все так неоднозначно, чем однозначно буду неправым. У меня отец на 100% уверен,
что Украина сама себя бомбила, что люди там, в Киеве бомбили людей в Донецке сами просто так. Просто за то, что по-русски разговаривали. Ему это проще признать и понять, чем то, что один дедушка захотел себе там рейтинг поднять. Я не вижу оправданий этой СВО. Вы часто возвращаетесь мыслями к этим нескольким месяцам, которые вы провели на войне? Не часто, но с какой-то периодичностью, да. Но это не означает, что именно о плохом. То есть, да, кровь, да, смерть, да, там где-то страх, но некоторые были такие моменты, которые ты здесь не можешь найти. Там именно какое-то братство есть. То есть все понимают, что вот сегодня ты, условно говоря, жив, а завтра ты можешь умереть. Поэтому там в самых мелочах там последнюю сигарету отдать без проблем, там последний кусок хлеба без проблем и так далее. Но это же не нормальная жизнь. Это жизнь в экстремальных условиях. Это жизнь, которая не может быть перенесена в мирную жизнь. И люди, которые прошли через хотя бы даже несколько месяцев такой жизни, в мирной жизни почти не могут адаптироваться. Без специальной какой-то психологической помощи. Да, но это уже прививается, что ты не думаешь, что вот здесь награжден, что завтра ты умрешь. Но при этом вот эти вот моменты, что тебе там не жалко другу отдать там что-то свое последнее, это же положительный момент. Но мы все чаще читаем и слышим о том, что делают ветераны СВО на гражданке. Пьют, убивают, пытаются войну внести и в мирную жизнь тоже. Да, я тоже вижу, да, я читаю это. Вы общаетесь с кем-то, кстати? Да. У нас есть группа, кто, грубо говоря, вот с нашего батальона остался, кто вот кого нашел. И как эти люди сейчас устроились в обычной жизни? Многие поехали обратно, что я вот очень не понимаю. Когда только получили ранение, либо только-только получали документы, все говорили, что нафиг, больше ни ногой сюда. Вот сейчас я смотрю, что очень многие уезжают обратно, подписывают либо с Минобороны, либо уезжают на дальнее направление. Почему? Потому что люди привыкли рисковать своей жизнью за 200-300 тысяч в месяц и привыкли как раз жить в экстремальных условиях. А тут они приезжают сюда, и здесь опять вот наш город. Зарплаты свыше 30 тысяч особо нету. Одно предприятие у нас есть, частное, но там прям по 12 часов люди вкалывают похлеще завода. Заводы и воинская часть контрактниками. И колония. Можешь в ФСИНе здесь работать, в системе ФСИН? Да, но там не сильно большие зарплаты. Ниже, по-моему, чем у сотрудников МВД. По крайней мере, я знаю, что у сотрудника воспитательного отдела нашей колонии зарплаты ниже, чем на такой же должности в органах. Люди возвращаются, а здесь, наверное, плохо прозвучит, здесь нет войны. Здесь люди приезжают и не замечают ее, живут как жили. Вот у меня бывшая жена, она что началось СВО, что не началось, что закончится, ей вообще по барабану будет. Пока их не трогают, именно какая-либо проблема, либо какая-либо ситуация, они ее не замечают, потому что все стараются как-то заработать что-то купить, что-то отложить на отпуск. И когда люди приходят оттуда, и здесь не то, что не встречают какого-то понимания или уважения, а здесь им говорят, что вас туда никто не посылал, или вы там вообще бывшие заключенные. Не то, что агрессия начинается, непонимание, как так? Я же вроде там за тебя не погиб, а ты тут гуляешь, пьянствуешь, и по итогу мне говоришь, а зачем вас туда никто не посылал? Как с Афганистаном, после Афганистана было. Но ведь, по сути-то, из тех людей, которые живут мирную жизнь, вас туда действительно никто не посылал. Как сказать, есть мобилизованные, их никто туда не посылал, но их насильно забрали. И мы видели, как людей прям, не отлавливали, а всеми правдами. Да и отлавливали тоже, чего уж. Многие люди там ехали туда
не знаешь ни что там происходит, ни из-за чего это там происходит. Мальчик 18 лет, условно говоря, там 19, мобилизованный, туда уезжает. И уезжает туда парнишка, да, пускай с колонии, либо там СИЗО, но добровольно. Нас же тоже не заставляли. Нам не делали, ну, возможно, я просто этого не застал. Условия быта хуже. То есть нам прям просто сказали, кто хочет, остаетесь, кто не хочет, по камерам. Соответственно, я считаю, это, ну, шаг добровольный. Вот. Из коммерческих, ну, из корыстных взглядов или нет, вопрос другой, но добровольный. И также, где стоят сейчас мобилизованные, как воюют, и где были, ну, те же заключенные там на передовой. Конечно, возможно, плохо прозвучит в данном разговоре, но кто больше, типа, сделал для страны, для своей именно в военном плане? Ну, этот вопрос точно вы не по адресу задаете, да, потому что я-то считаю, что все сделали плохо. Не вижу ни одной причины, по которой мне или кому-то из тех, кто мне дорог, нужен Бахмут. Мне тоже он не нужен. Я постоянно с отцом, ну, не ругаюсь, конечно. И это большое горе, что в Бахмуте погибло такое количество людей всех национальностей. И это страшное преступление, с моей точки зрения. Поэтому кто больше сделал, не знаю. Всех использовали. Возможно. Но как бы просто кто-то попал туда добровольно, кто-то нет. Кого-то силой туда отправили. Ну, вы видите, вы говорите, что вы попали добровольно, но при этом вы попали, не имея всей информации. И если бы вы ее имели, вы бы не попали. Да. Получается, что вас все равно использовали просто в темную. Развели. Да, возможно, да. Но если брать момент в том, что нам сразу сказали, сколько людей, ну, какие шансы выжить вообще там, что едем туда, ну, там, не канистры на какой-нибудь там 10-й линии перекладывать, а именно едем воевать в первых рядах, и очень многие не вернутся. С другой стороны, те же там мобилизованные или добровольцы, которые идут там, вот сейчас Москва 2 миллиона предлагает, да, уже единовременные выплаты. С нами мы были честны, что полгода ты провоевал, выжил, домой. Ну, здесь ребята бессрочно там воюют. Пока их не коснется, там, условно говоря, их там, знакомого там, или там, не дай бог, семьи, всем без разницы. Вот сейчас ВСУ орудуют в Курской и Липецкой областях. А людям также без разницы. А вы думаете, уже без разницы? По телевизору не показывают, да? Сколько прошли ВСУ и какие повреждения бои наносят населенным пунктам. Короткие доклады Герасимова, что вот все хорошо, все отбили, предотвратили и так далее. Люди, ну, не хотят сами копать и узнавать информацию, что на самом деле, как на самом деле. Поэтому для большинства из них, ну, может, там что-то на границе происходит. То, что там бои ведутся уже на нашей территории, ну, люди не знают. Да и, мне кажется, именно не хотят знать. Для них это вот все где-то далеко. Там есть очень интересное обращение мирных жителей, которые бегут, ну, они беженцы уже, они бегут из-под бомб, и они записали обращение к Путину, в котором они просят о помощи Путина, но говорят, они аргументируют тем, что мы с самого первого дня поддерживали СВО. СВО, да, мы поддержали СВО, мы типа жили там при фронтовой территории, там еще какой-то был. Да, я очень срезонировал мне слух, согласен. То есть получается, что для них проникновение ВСУ на территорию России никак не связано с тем, что 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну в Украине. Как вы думаете, это тоже связано с тем, что, как и у вас тогда в СИЗО, у этих людей нет информации, или с чем? Если брать чисто видео, которое там же в основном все в возрасте уже люди. Поэтому основной канал связи у них с новостями – это только вот телевизор. Брать кого-то помоложе, люди не хотят знать правду. Им вот удобнее думать, что мы хорошие, мы все делаем правильно. И что, сколько получается уже, 10 лет назад все началось не с наших, не со Стрелкова, не с Моторола и так далее. Ну, то есть они, по сути, просят помощи у человека, который всю эту кашу и заварил. Да. Это очень вот меня тоже взбудоражило. Просто непонимание абсолютно. Я думаю,
У нас после войны с Украиной будет все то же самое, как и после Афганистана, только в десятки раз жестче. Больше раненых, больше убитых. Экономика, я думаю, сильно не выросла. Много людей также придут, и воевать негде больше, условно говоря, негде. Да, понятно, можно также уезжать на дальние направления. Но... Дальние направления, так Вагнера называется все, что там за границей происходит. Все, что, да, Африка, Сирия, вот, и так далее. И люди будут искать себя здесь, как бы побольше заработать. Зарплаты маленькие, делать нечего, пойдет криминал. Будет большой всплеск преступности. Но когда мы начинали с вами переписываться, вы мне сказали, что и рано или поздно приходит осознание того, что все смерти были не ради благого дела, а в лучшем случае напрасны, а в худшем во злобу. Вот это осознание, оно уже пришло? Возможно, не в полной мере, но в какой-то части да. Вот. Просто каждый по-разному выбирает, как к этому относиться. Кто-то как раз вот пьет, да, и у кого-то срывает крышу, кто-то наоборот больше уделяет времени там, работе. Здесь я завел собаку. Особо конфликтных ситуаций за этот год я не помню, чтобы было. Куда-то периодически там могли выехать в какое-то заведение, выпить, отдохнуть и там просто на природе погулять. А что вы отвечаете, когда вам говорят, что мы вас туда не посылали? Мне, слава богу, так еще не отвечали. Просто я услышал эту фразу, когда ездил тут в МФЦ или в пенсионный, как правильно, за какие-то льготы узнавать. И вот она сказала, мы ничего не знаем. Как собаку зовут? Добрый? Если убьет, то только тем, что залижет до смерти. Максимально тактильная собака. Просто какая-то отдушина. А жена, вы сказали, бывшая жена, она бывшая была после тюрьмы или бывшая после войны? Мы поженились после войны и, соответственно, полгода даже не прожили и развелись. То есть и познакомились уже после того, как вы... Нет, познакомились лет 6 назад, может, больше. А почему развелись? Извините. Это не связано никак ни с войной, ни напрямую, ни косвенно. Вот. Это где-то больше личные бытовые моменты. Потому что, наверное же, у вас есть ПТСР, и, наверное, с человеком, у которого есть ПТСР, тяжело жить. Возможно, вы правы. У нас же сделали фонд защитников Отечества-то. И как раз мы же через них подавали документы в Миноборону, чтобы нам выдали ветеранку. И они мне как-то позвонили, но они периодически звонят. Мне кажется, это тоже какой-то, условно говоря, надзор, что нам там раз в месяц давайте либо мы к вам приедем, либо вы к нам приедете, роспись поставите, что все хорошо. И они предложили пройти психиатра и психолога. Я не отказался. У меня как раз был тогда потребность, скажем так, в заключении психолога. Вот. Потому что у меня как раз родители переживали, что есть ПТСР, и с этим будет очень сложно. Я прошел психиатра, то есть и психолога. Мы с этими двумя женщинами пообщались. Заключение они не выявили. Не выявили каких-то отклонений. Судьба ЧВК «Вагнер» для вас личная история, или вы просто наблюдаете теперь за этим со стороны? Да, скорее личная. И это люди все равно представляют собой какое-то братство, какую-то силу, их сколько-то есть? Да, пускай это не в таком виде, как это было в том же 2014 году. Численность ЧВК на 2014 год была очень большая. Потом она резко возросла. Сейчас многие впоследствии ушли, либо подписались с Министерством обороны, либо ушли просто отдыхать, заниматься личной жизнью, жить обычную гражданскую жизнь. Некоторые уехали на дальние направления. Да, осталось гораздо меньше народу, в десятки раз, но все еще есть, всех поддерживают. Все, что обещала компания, все свои слова сдержала. По отношению меня, по крайней мере. Когда в 23-м году был мятеж Пригожина и марш Пригожина на Москву, вы были в госпитале, скорее всего, по времени. Да. Какие эмоции это вызвало? Скорее, внутри мы поддерживали. Он же начался с записи у
дядь Жени в Телеграме, что вот Минобороны обстрелял тыловой лагерь. Я не знаю, правда это или нет, но по внутренним каналам нашим говорили, что на Луганск привезли там большую партию 300-х. Вот. Возможно, это два события не связанных. Возможно, и обстреляли. Это никто не знает. Но то, что когда начался мятеж, я помню, что мы лежали в отеле, и у нас вокруг отеля мы насчитали около 20 машин милиции. Потом на следующее утро приехали из Сочи 2 автобуса с ОМОНовцами. А у нас там люди лежат тяжелые, раненые. То есть, соответственно, уже без оружия, без всего, в гражданской одежде. Нас так не давали не выйти, ничего. Мы тоже там баррикадировались, я помню. И лифты, и лестницы, чтобы, если что-то предпринимать. Как бы это выглядело, я не знаю, но все следили за новостями и в Телеграме смотрели, что будет дальше. А чего вы ожидали от этого мятежа? Не знаю, может, чтобы... слушайте, не мы его начинали, но поскольку, опять же, мы с этими ребятами огонь и воду прошли, мы бы за них вставали. Я думаю, что большую роль как раз сыграло то, что то ли Путин, то ли Шойгу подписали указ о том, что все добровольческие формирования должны были подписать до 1 числа контракт с Минобороны. Для дяди Жени это означало, что все, забирают его чувака. Соответственно, он не мог с этим смириться, и как раз, я думаю, рывок такой сделал как раз, может, отчаяние, может, надежда. То есть это опять не про справедливость, а про бабки? Почему про бабки? Не про бабки. Скорее именно про имя. Чувака же достаточно большую часть фронта держал в Бахмуте. И, то, что там говорят, что вот морпехи были, еще кто-то, какие-то дивизии, я никого не видел. Там слева-справа у нас подразделения стояли, они тоже никого не видели. Поэтому, если бы забрали легитимность условно, что вот вы отдельно, вы особенные, у вас там своя политика, вы выполняете то, что надо. Я думаю, дядя Женя хотел так, что вот мы отдельно от Минобороны. Я очень большое количество времени провел в армейской системе, и я прекрасно вижу, как работает отрицательная селекция. Просто так человека же не уволишь из войск. Грубо говоря, он, что с ним делать? Либо переводить на высшую стоящую должность, куда-то в другое место. Либо терпеть. Я в ЧВК увидел гораздо больше своего, нежели чем именно в Минобороне. Там не было дебилизма, там была определенная сводка правил, что нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Это алкоголь, наркотики, мародерить у мирных жителей, насильственные действия в отношении местного населения. А как же рассказы про штормы в Бахмуте, где люди в алкогольном и наркотическом опьянении шли в атаку? Не знаю, по крайней мере, я таких не слышал именно внутри компании. Мы когда только приехали, там, где получали оружие, мы приехали под вечер, и мы шли строем, условно говоря. И как раз на плацу 2 парней обнулили то ли за алкоголь, то ли за наркотики. Это обнулили, прям-то убили на глазах у всех? Вот. Поэтому, политика в компании была очень строгая. То есть, да, ты можешь, условно говоря, мародерить все, что есть у противника, но у мирных жителей нет. Я, по крайней мере, не встречал даже в интернете каких-либо новостей о том, что именно подразделение Вагнера где-то что-то там стиралки через почту отправляли на родину или телевизоры. У нас не было возможности, мы ничего не могли вывести. Когда нас этапировали на Россию, по ранению, либо по окончанию контракта, у нас забирали все, кроме жетонов. Абсолютно все. То есть, вывести ничего нельзя было. Все равно есть что-то, мне кажется, дикое в том, что в 21 году люди зарабатывают на жизнь убийством других людей. В 21 веке. Смотря с какой стороны смотреть. Вы считаете, что есть проблемы, которые можно решить только убийством? В некоторых случаях, да. Не в случае, конечно, с Украиной, но с тем же ИГИЛ, да.
как еще исправить данную ситуацию? Я не вижу вариантов. В Бахмуте вы пересекались каким-то образом либо с мирными жителями, либо с украинцами? Я лично не был в самом Бахмуте, мы были, условно говоря, прям рядом с ним. То есть я видел первые здания в поле зрения, но воевали мы в основном в лесополках. То есть вы не видели ни тех, кто воевал на украинской стороне? Нет. То есть вы их на расстоянии, как меня, никогда не видели? Нет, я видел только как противник? Себя, своих товарищей и противника. А вообще вы с мирными жителями пересекались на оккупированных территориях? В Луганске. Пересекались, это и медперсонал, и поскольку это же городская больница, не военная, к нам клали тоже гражданских людей, и мы с ними общались. Там в основном очень все такие пассивные. Там, по сути, все отвечали, что какая разница, говорит, какой флаг. Главное, чтобы войны не было. Вы людям рассказываете, где вы были и что с вами случилось? Не я им рассказываю, но если спрашивают, отвечаю без проблем. Изначально разговор обычно заводится так, что люди видят протест, люди начинают интересоваться, я говорю, война идет в стране. И все. И если некоторые продолжают спрашивать, я отвечаю так-то. А те люди, с которыми вы общаетесь сейчас, они скорее как настроены? Те, которые не вернулись, не поехали на дальние направления, на близкие направления, а которые попытались встроиться в обычную жизнь. Ведь ты живешь, с одной стороны, с чувством вины, а с другой стороны, с чувством потери, потому что былую жизнь уже не восстановить. С чувством потери я скорее об этом не думаю. Да, есть трудности определенные. Вы говорите, что у вас здесь еще пуля, да, прямо? Да, но ты вы ее чувствуете? Только если рукой трогать, а так она вообще не ощущается. А почему ее не удалили? Потому что она не мешает. Поток людей в Луганске был беспрерывный, и просто в операционную только завозили людей. И мне сказали, что то, что первый осколок удалили, второй, он тебе не мешает, если, говорит, ты захочешь, это, говорит, рядовая операция, говорит, удалишь просто бесплатно, говорит, в любой клинике. Я недавно ехала в поезде с одним молодым человеком, который возвращался с войны. Он был тяжело ранен, и он мне сказал, я так жалею, что меня не убили, потому что тогда бы у родителей было больше денег, и никто бы со мной не мучился. У него не было ног. Насколько надо, скажем так, испортить жизнь в такой богатой и, по сути, шикарной стране, как у нас, чтобы люди думали о смерти, о своей смерти, чтобы у родственников были деньги. Насколько надо иметь огромные ресурсы, газовые, нефть и все остальные, и так бездарно ими распоряжаться. А как вы дальше-то будете жить? С точки зрения уехать из страны вы не можете, потому что с точки зрения всех законов окружающих стран вы будете военный преступник. Здесь вы тоже будете преступник, потому что у вас не такие взгляды, как сейчас принято. Так-то будем жить. Я надеюсь, что я хочу оказаться неправым сейчас, но пока не могу этого. Но вы выбираете, в общем, не самый легкий путь жизни. Да. О чем вы мечтаете сейчас? Не знаю, не мечтаю, наверное. Просто живу, работаю и все. Между вами октября 22 года и вами сентября 24 года, кроме физической разницы, какая внутренняя разница? Наверное, мир стал менее розовым. Наверное, так. И пришло понимание того, что есть белое, есть черное. Есть факты, и если ты хочешь знать какую-то информацию, то надо смотреть не только один источник. А это сейчас вообще легко сделать, учитывая то, что там YouTube замедлен, куча сайтов заблокирована? VPN. Люди приспосабливаются ко всему.
Так же, как вот я приехал, картками расплачиваться, через телефон уже нельзя, как раньше можно было. Мне показали, как там уже и стикеры делают на телефон. Люди приспосабливаются ко всему и находят разные способы жить дальше. Тот же VPN. Как был у людей Инстаграм, так они также им и пользуются. Возможно, первые 2 недели новых ограничений ты их чувствуешь, а потом уже пофиг. Находятся обходные пути. Тогда почему большинство людей в России ничего не знают? Потому что не хотят знать. Думаете, мне кажется, в этом проблема. Так проще? Да, гораздо проще. То, что война приближается, в этих приграничных регионах, повлияет на то, что люди захотят побольше узнать? Кому-то станет интересно, кто-то просто посмотрит также телевизор и, раз они уже и здесь, то я точно пойду. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Справедливость. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. А вы готовы просить прощения за то, что вы сделали? Да. И если такая возможность предоставится, будете это делать? Я думаю, да.